Где заканчивается цивилизация? Или государство? Или даже так, где заканчивается Россия? Впрочем, мы уже знаем, нигде она не заканчивается. Однако есть в России такие места, где кончается асфальт, где нет связи, магазинов и даже людей. Там время будто застыло, и последняя вышка сотовой связи осталась в сотнях километров позади. В этом видео мы отправимся в самые отдаленные уголки страны. Мы отправимся туда, где Россия рассыпается на острова человеческого присутствия в океане дикой природы. Покажем забытые места, в которые можно попасть только по воздуху или вовсе нельзя. Здесь живут люди, для которых понятие цивилизация измеряется порой в неделях путешествия. Вы узнаете, где живут люди, окруженные сотнями километров пустоты, и как огромная Россия может быть одной из самых безлюдных стран мира. Мы сравним регионы по плотности населения, поговорим о причинах исчезновения городов и покажем, как выглядит край света по-русски. Это будет не просто рассказ с любопытной инфографикой, это история о тишине, забвении и величии. Давайте начнем немного издалека. На нашей планете более 8 миллиардов человек, и при этом большая часть людей живет в очень маленькой части суши. Возьмем, например, Бангладеш. На каждом квадратном километре там 1200 человек. Это все равно, что поселить целую школу на площади футбольного поля. Или Нидерланды. Маленькая плоская страна с густым населением, 500 человек на квадратный километр. Даже в Японии с ее горами и островами плотность около 300. А теперь Россия. Самая большая страна на планете. Просторы, равные континентам. Но плотность всего 8,5 человек на квадратный километр. Впрочем, это еще не предел. Например, в Канаде этот показатель составляет вдвое меньше, примерно 4 человека на квадратный километр. В Австралии 3,3, а в Монголии вообще 2,1. Что же касается Гренландии, если считать ее отдельной страной, впрочем, не будем бежать впереди паровоза, как говорится. Да, в принципе, все эти страны, включая Россию, это как гигантский дом, в котором живут в основном на кухне. Остальные комнаты закрыты и пылятся без дела. Что ж, давайте тогда разберемся, какие регионы России можно отнести к той самой обжитой кухне, а какие к пылящимся комнатам, затянутым паутиной. Если представить Россию как огромную квартиру, то наша кухня – это, конечно, Москва и Московская область. Здесь кипит жизнь, тут варится все самое интересное, то, что притягивает людей со всех концов России. На каждый квадратный километр столицы приходится около 5000 человек. Следом идет Санкт-Петербург с примерно 4000 жителей на квадратный километр. А дальше начинается самое интересное. После федеральных городов показатели плотности населения падают, как котировки акций после плохих новостей. К относительно густонаселенным регионам можно отнести Московскую область – 174 человека на квадратный километр, республики Северного Кавказа, Ингушетия – 137 человек, Северная Осетия – 87 человек, Чечня – 93 человека и Краснодарский край – 75 человек. Это, скажем так, комнаты, в которых мы бываем регулярно, если использовать нашу аналогию с квартирой. Интересный факт. Ингушетия – самый маленький по площади регион России после городов федерального значения, всего 3,6 тысячи квадратных километров, но при этом один из самых густонаселенных. Забавно, что средняя плотность населения России 8,5 человек на квадратный километр почти в 17 раз ниже, чем в соседнем Китае – 153 человека, и в 4 раза ниже, чем в США – 36 человек. При этом, как уже упоминалось, мы находимся примерно на одном уровне с Канадой – 4 человека и Австралией – 3 человека. А теперь о тех самых заброшенных комнатах в нашей образной квартире. Какие регионы России можно назвать по-настоящему безлюдными? На Дальнем Востоке и Крайнем Севере расположились настоящие чемпионы пустоты. Магаданская область – 0,3 человека на квадратный километр. Республика Саха, Якутия – 0,3 человека. Чукотский автономный округ – 0,7 человека. Что означает 0,7 человека на квадратный километр? Это значит, что для того, чтобы встретить хотя бы одного человека, нужно обойти примерно 14 квадратных километров. Это как бродить по заброшенному городу-призраку, только вместо города-призрака вся Чукотка.
Якутия заслуживает отдельного упоминания. Это самый большой субъект России, по площади превосходящий Аргентину и почти равный Индии. Но при этом население меньше 1 миллиона человек. Если только вдуматься в эти цифры, то это просто не укладывается в голове. Сравните Индию и Якутию по плотности населения. Эти величины будут отличаться почти в 1500 раз. Причины подобного контраста очень просты. Основной фактор, разумеется, климат. В Индии он в основном тропический и субтропический, благоприятный для сельского хозяйства и проживания людей. А вот Якутия, там почти вся территория находится в зоне вечной мерзлоты, а средняя зимняя температура составляет от минус 35 градусов Цельсия до минус 50. Сказать, что это суровые условия, это ничего не сказать. Да что там говорить, в зоне вечной мерзлоты находится 65% территории России. Представьте себе место, куда нельзя просто взять и приехать. Ни на машине, ни на поезде, ни на автобусе. Место, где в магазине буханка хлеба может стоить как хороший обед в московском кафе, а бананы как ужин в ресторане. Место, которое в буквальном смысле отрезано от остального мира большую часть года. Это не фантастический роман, это село Тура, административный центр Эвенкийского района Красноярского края. Тура расположена почти в географическом центре России, на берегу реки Нижняя Тунгуска. Это настоящая столица огромной территории. Эвенкия занимает площадь, сопоставимую с Францией, но население всего района около 15 тысяч человек, из которых в самой Туре живет примерно 5 тысяч. Для жителей этих мест понятие «поехать в большой город» просто не существует. Они либо туда летят, либо остаются где были, и это не преувеличение. Постоянной дороги, связывающей Туру с большой землей, просто нет. От Красноярска до Туры более 900 километров. Только вдумайтесь в эту цифру. И большая часть этого пути проходит через непроходимую тайгу, болота и горы. Единственная наземная связь с внешним миром появляется только зимой. Когда реки замерзают, а болото сковывает лед, прокладывают зимник – временную дорогу по замерзшим рекам и полям. Зимник – это не просто дорога, это спасательный круг. По нему идут колонны с продуктами, стройматериалами, топливом. Все то, чего должно хватить до следующей зимы. Зимник функционирует лишь 4-5 месяцев в году, с декабря по апрель. И даже в это время проехать по нему могут только опытные водители на подготовленных машинах. Путь от Красноярска до Туры занимает около 2-3 дней непрерывной езды. В большинстве мест России самолет – это путешествие. Для нас это автобус. Так говорят местные жители. Круглый год связь с Большой Землей поддерживается только авиацией. Небольшие самолеты Ан-24 и Ан-26 летают из Красноярска в Туру 3 раза в неделю. В хорошую погоду. Когда туман или метель, рейсы отменяют. И ты просто ждешь. День, 2, неделю. Никто не знает сколько. Билет на самолет из Красноярска в Туру стоит около 15 тысяч рублей в одну сторону. Для многих местных жителей это почти месячная зарплата, поэтому выбраться в цивилизацию могут позволить себе далеко не все. Северный завоз – это не просто логистическая операция. Это вопрос выживания для целого района. За короткий период работы зимника и летней навигации по реке нужно доставить все необходимое для жизни. Продукты, лекарства, стройматериалы, бытовую технику, топливо. Запас должен быть сделан на целый год. Неудивительно, что цены в Туре кажутся космическими для жителей материка. Литр молока – 120-150 рублей. Килограмм яблок – 300-400 рублей. Десяток яиц – 200-250 рублей. Бананы, если есть, 400-500 рублей за килограмм. Местные жители смеются, когда прилетаешь в Красноярск, первым делом идешь в супермаркет и просто смотришь на цены и на выбор. Это все равно, что сходить в музей. Интернет в Туре есть, но какой? Спутниковая связь обеспечивает скорость, которая в крупных городах считалась бы издевательством. За многие привычные городским жителям сервисы здесь приходится платить в разы больше. Позвонить по видеосвязи родным – это целое событие. Выбираешь особый день, предупреждаешь заранее и молишься, чтобы связь не оборвалась. Сотовая связь появилась в Туре сравнительно недавно, в начале 2010-х годов. И до сих пор она стабильно работает только в самом поселке. В Туре есть районная больница. Есть даже аппарат УЗИ и рентген. Но если что-то серьезное, это сразу санавиация. Санитарная авиация – единственный способ быстро доставить тяжело больного человека в современную клинику. Вертолет Ми-8 прилетает в экстренных случаях, чтобы забрать пациента в Красноярск. Это дорого, но другого выхода просто нет.
Эвенкийский район – это не только географический, но и в каком-то смысле временной остров. Здесь до сих пор живы традиции коренных народов – эвенков. Некоторые семьи продолжают вести кочевой образ жизни, занимаясь оленеводством и охотой. Но таких семей остается все меньше. Молодежь стремится к другой жизни с интернетом, торговыми центрами и перспективой карьерного роста. И это, как вы понимаете, точно не про Туру. В современной России существует особое явление – умирающие города. Их десятки, и с каждым годом становится все больше. Некогда процветающие промышленные центры, построенные для освоения природных ресурсов, сегодня превращаются в опустевшие территории с заброшенными домами. Причины этого явления разнообразны – истощение месторождений, экономические кризисы или, например, развал градообразующих предприятий. Но, пожалуй, нигде этот процесс не приобрел таких драматических масштабов, как в Заполярье, где суровая природа быстро возвращает себе территории, отвоеванные когда-то человеком. И один из самых ярких примеров этого феномена – арктический город Воркута. В самом сердце российского Заполярья, среди бескрайней тундры, притаился этот удивительный город с трагической судьбой. Воркута возникла не случайно. В 1930-х годах здесь обнаружили богатейшие залежи угля, и советская власть решила освоить эту территорию любой ценой. Город строили заключенные ГУЛАГа в условиях вечной мерзлоты и полярной ночи. Воркутлаг стал одним из крупнейших лагерных комплексов в СССР. Тысячи политзаключенных возводили шахты и жилые кварталы при температуре, порой опускавшейся до минус 50 градусов Цельсия. К 1980 годам Воркута превратилась в процветающий шахтерский город с населением более 115 тысяч человек. Здесь были театры, музеи, спортивные комплексы. Люди получали северные надбавки к зарплате и ехали сюда за романтикой и возможностью заработать. Распад СССР нанес по Воркуте сокрушительный удар. Угольная промышленность оказалась в глубоком кризисе. Из 113 шахт к 2022 году осталось всего 4. Нерентабельные шахты закрывались одна за другой, а вместе с ними умирали и шахтерские поселки вокруг Воркуты. Самое удивительное в этой истории – география упадка. Воркута имеет необычную структуру. Центральный город окружен кольцом поселков-спутников, расположенных на расстоянии 5-20 километров. Именно эти поселки умирают первыми, создавая вокруг города зловещий пояс заброшенных зданий. Представьте, вы выезжаете из еще живого центра Воркуты и через несколько километров попадаете в поселок Октябрьский. Когда-то здесь жили шахтеры с семьями, работали магазины и школы. Сегодня это царство пустых окон и разрушенных стен. Ветер свободно гуляет по заброшенным квартирам, из которых давно вынесли все ценное. В поселке Промышленном, где еще в 1990-х годах жили тысячи людей, осталось не больше десятка семей. Они живут среди руин, отказываясь покидать родные места. Местные называют это явление северным синдромом, особой привязанностью к суровому краю, несмотря на все трудности. А в поселке Юршор сегодня нет ни одного жителя. Это настоящий город-призрак, где пятиэтажки стоят с выбитыми окнами, а по улицам бродят лишь любопытные песцы и редкие туристы-экстремалы. Статистика рисует печальную картину. В 1989 году в Воркуте жило 115 тысяч человек. К 2022 году население сократилось до 51 тысячи человек. Прогнозы говорят о дальнейшем падении до 30-35 тысяч к 2030 году. Причины этого исхода понятны. Закрытие шахт, безработица, суровый климат, зима длится 8-9 месяцев, проблемы с инфраструктурой. Но есть и особый фактор – феномен северного удорожания. Поддержка жизни в Заполярье обходится в 3-4 раза дороже, чем в средней полосе России. Поэтому неудивительно, что люди покидают эти места. Сегодня Воркута стоит на перепутье. С одной стороны продолжение упадка, с другой – новые проекты и надежды. Парадоксально, но глобальное потепление может дать Воркуте второй шанс. Таяние арктических льдов открывает новые возможности для Северного морского пути, а Воркута может стать важным транспортным узлом. Но это, знаете ли, пока еще вилами по воде писано, а текущая реальность такова, что город вымирает. Пока Воркута и подобные ей города советской эпохи теряют население, в российской Арктике рождается принципиально иная модель освоения северных территорий. Речь идет о вахтовых поселениях, временных пунктах проживания для работников, приезжающих на определенный срок. И, пожалуй, самым впечатляющим примером такого подхода стала Сабета.
Представьте себе место на краю Земли, где 6 месяцев длится полярная ночь, а температура опускается до минус 50 градусов Цельсия. Здесь, на берегу Обской губы в Ямало-Ненецком автономном округе, за считанные годы возник один из самых амбициозных проектов современной России – порт и поселок Сабетта. История этого места удивительна. До 2012 года на карте здесь значилась лишь крошечная метеостанция и несколько домов, в которых проживало не более 19 человек. Сегодня же население Сабетты может достигать 30 тысяч человек, но самое интересное, оно постоянно меняется. В отличие от умирающей Воркуты, где люди жили семьями и строили город для нескольких поколений, Сабетта существует в совершенно ином ритме. Тысячи рабочих прилетают сюда на 1-3 месяца. Трудятся без выходных по 12 часов в день, а затем улетают отдыхать на Большую Землю. Постоянного населения здесь нет. Утром работники просыпаются в своем модуле, идут в столовую, затем на работу. Вечером спортзал или кино и снова сон. И так каждый день. Когда вахта заканчивается, они возвращаются домой к семье. Такой подход имеет рациональное зерно. Не нужно строить школы, больницы, развлекательные центры. Не требуется поддерживать инфраструктуру для семей и детей. Все силы направлены только на производство и базовые нужды временных работников. Сабетта – это не просто поселок, а настоящий технологический вызов. Строительство в условиях вечной мерзлоты потребовало инновационных решений. Здания возводятся на сваях, вбитых в промерзшую землю на глубину до 20 метров. Модульные конструкции собираются как конструктор, а внутри создается автономный микроклимат. Порт Сабетта работает даже зимой, когда толщина льда достигает 2 метров. Специальные ледоколы круглый год обеспечивают проход судов. А новейший терминал для сжижения природного газа Ямал-СПГ – это вообще технологическое чудо, способное функционировать при экстремально низких температурах. Как устроена жизнь в вахтовом поселке? Сабетта состоит из тщательно распланированных зон. Рабочие живут в общежитиях модульного типа, вахтовых жилых комплексах, ВЖК. Здесь есть все необходимое – столовая с трехразовым питанием, прачечные, спортзалы, медпункты. При этом в Сабетте действует сухой закон, строжайший запрет на алкоголь. За его нарушение немедленное увольнение и отправка на Большую Землю за свой счет. Также ограничен доступ в интернет, мобильная связь работает с перебоями. Первую вахту в таких условиях многие не выдерживают. Изоляция, монотонность, суровый климат. Но зато за месяц здесь можно заработать столько, сколько в обычном городе за 3-4. И это весомый аргумент. Так что же эффективнее для освоения севера? Традиционные города с постоянным населением или временные вахтовые поселки? Однозначного ответа нет. Воркута с ее умирающими районами – наглядный пример того, как трудно поддерживать постоянное поселение за полярным кругом после исчерпания экономического потенциала. Сабетта же демонстрирует, что точечное освоение ресурсов может быть более рациональным с экономической точки зрения. Возможно, будущее за гибридной моделью. Уже сейчас в Воркуте обсуждается концепция управляемого сжатия. Планового переселения жителей из неперспективных районов в центр города с постепенным переходом на частично вахтовый метод работы шахт. А Сабетта, несмотря на временный статус, обрастает все более капитальной инфраструктурой. Некоторые эксперты не исключают, что через 10-15 лет здесь может возникнуть полноценный город с постоянным населением. Если, конечно, экономическая целесообразность перевесит суровость климата. Так что, видите, в России не только умирают, но и рождаются новые города. Ребята, не ленитесь, подпишитесь на канал. Вам не сложно, а нам приятно. Продолжая наш разговор о безлюдных территориях России, мы постоянно сталкиваемся с климатическим фактором, создающим порой экстремальные условия для проживания людей в той или иной географической точке. В списке экстремальных мест России особое место занимает Оймякон. Этот небольшой якутский поселок официально признан полюсом холода северного полушария. Здесь постоянно проживает около 500 отважных людей, которые научились существовать в условиях, кажущихся невыносимыми для большинства жителей планеты. Рекордно низкая температура, зафиксированная здесь в 1933 году, составила минус 71,2 градуса Цельсия. Современные зимы немного мягче, всего лишь минус 50, минус 60 градусов Цельсия. Звучит немножко издевательски, вы не находите? Но даже такой мороз меняет привычные законы физики. Металл становится хрупким, как стекло.
Выдыхаемый воздух мгновенно превращается в иней, а брошенная вверх вода замерзает еще до падения на землю. То, как здесь приходится жить автомобилистам, это вообще за гранью добра и зла. При температуре ниже 50 градусов Цельсия аккумулятор автомобиля практически мгновенно теряет заряд. Масло густеет до состояния пасты, а пластик становится очень хрупким. Местные водители разработали целую систему выживания для своих транспортных средств. Например, автомобиль на стоянке может быть включен сутками, даже ночью. Если заглушить, он скорее всего просто не заведется. Нередко автомобилисты снимают аккумулятор и уносят домой, чтобы не промерз. Утром несут его обратно и подключают. В общем, здесь все по-особому. И дизель здесь специальный, и даже окна в домах не двойные, как мы привыкли, а тройные, а то и четверные. В Оймяконе действует, возможно, самое суровое школьное расписание в мире. Занятия здесь отменяются только при температуре ниже минус 52 градуса Цельсия для младших классов и ниже минус 56 градусов Цельсия для старшеклассников. Дети ходят в школу в специальной многослойной одежде: меховые унты, меховые штаны, шубы, шапки-ушанки. При этом дорога от дома до школы не должна занимать больше 15 минут, иначе велик риск обморожения открытых участков лица. Физкультура на улице проводится только при температуре выше минус 30 градусов Цельсия, но школьники не страдают от недостатка движения. Расчистка снега вокруг школы – обязательная часть их повседневной жизни. Жители Оймякона выработали особые правила жизни в экстремальных условиях. Питание у них высококалорийное: строганина, замороженная рыба, жирное мясо, горячие наваристые супы. Традиционная якутская одежда из оленьих шкур до сих пор считается самой практичной. В сильные морозы на лицо наносят тонкий слой животного жира, защищающий кожу. Удивительно, но несмотря на все эти ужасы, средняя продолжительность жизни здесь не ниже, чем по России в целом. Возможно, потому что организм, привыкший к экстремальным нагрузкам, становится более устойчивым к болезням. Оймякон – это не просто точка на карте с рекордно низкой температурой. Это место, где человеческая изобретательность и упорство проходят постоянную проверку на прочность. И пока люди выигрывают это противостояние с суровой природой. Воркута, Сабета, Оймякон – это лишь отдельные точки на карте огромной России, большая часть которой остается малонаселенной или вовсе безлюдной. И если в целом это всегда считалось недостатком, то сегодня я бы предложил несколько иной взгляд на эти пустующие территории. Вот мы уже сравнивали Якутию с Индией. В Якутии я не был, а в Индии довелось прожить 3 месяца в нескольких штатах и неделю в столице Дели. И знаете, что я вам скажу? Вот там ты реально ощущаешь, какие проблемы может нести перенаселение. Особенно в Дели, где люди задыхаются от смога и транспортных коллапсов и буквально бегают по головам друг друга. В этом смысле я представляю себе российские безлюдные просторы не как какую-то бесполезную пустошь, а как настоящий стратегический ресурс будущего. Эти территории не просто неосвоенные земли, а природный резерв человечества. Я даже не хочу здесь касаться избитых тем, вроде той, что тайга Сибири – это легкие планеты. Это мы и так знаем. Смысл даже не в запасах полезных ископаемых и пресной воды. Смысл в самом факте существования таких нетронутых пространств. В их нетронутости, если так можно выразиться. Конечно, это не значит, что все безлюдные пространства должны оставаться нетронутыми. Развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, освоение природных ресурсов, создание новых экономических центров – все это необходимо для процветания страны. Но происходить это должно с учетом уроков прошлого. История Воркуты показывает, насильственное заселение территорий без учета экономических реалий и климатических условий приводит к появлению городов-призраков. Опыт Сабеты демонстрирует альтернативу – точечное высокотехнологичное освоение ресурсов с минимальным вмешательством в природу. А жизнь в Оймяконе напоминает нам, человек может адаптироваться к самым экстремальным условиям, но это требует особых подходов и технологий, а может и особых людей. Возможно, будущее российских пространств в разумном балансе между освоением и сохранением, в развитии сети компактных экологических поселений, связанных с современной инфраструктурой, при бережном отношении к окружающим их безлюдным территориям. В мире, которому постоянно пророчат перенаселение и ресурсный кризис, просторы России – это не просто национальное достояние, это вклад в будущее человечества, стратегический резерв пространства и ресурсов, значение которого, как мне кажется,
кажется, с каждым годом будет только возрастать. Особенно если учесть фактор глобального потепления. Понимаю, что словосочетание это многим уже набило оскомину, но факты – вещь упрямая. Средняя температура на планете за последние 100 лет выросла уже более чем на 1 градус Цельсия, а минувшее десятилетие – самое жаркое в истории наблюдений. А еще спутниковые данные фиксируют массовое сокращение ледников по всему миру, и это объективная реальность. Парадоксально, но то, что вызывает тревогу во многих регионах мира, может стать мощнейшим фактором расцвета для России. Если современные климатические модели верны, то через несколько десятилетий существенная часть сибирских территорий, сегодня малопригодных для комфортного проживания, может превратиться в благодатные земли. Вечная мерзлота отступит, освободив миллионы гектаров для сельского хозяйства. Суровые зимы смягчатся, делая жизнь в северных широтах более привлекательной. Северный морской путь, о котором мечтали поколения исследователей, наконец станет полноценной транспортной артерией, соединяющей Европу с Азией. Уже сейчас навигационный период в Арктике увеличивается, а представьте, что будет, когда полярные льды отступят еще дальше. Россия станет обладательницей кратчайшего пути между крупнейшими экономическими центрами планеты. Те самые безлюдные пространства, которые десятилетиями считались недостатком, обернутся стратегическим преимуществом. Когда в перенаселенных регионах мира люди будут страдать от жары, недостатка питьевой воды и плодородных земель, Россия сможет предложить свой невероятно ценный ресурс – пространство для жизни и развития. Конечно, этот процесс несет и свои риски. От таяния вечной мерзлоты пострадает существующая инфраструктура. Изменятся экосистемы, возникнут новые вызовы. Но история освоения Севера показывает, там, где другие видят препятствия, мы находим возможность. Воркута, Сабета, Оймякон – все эти примеры доказывают, что даже в самых суровых условиях можно не просто выживать, но и создавать полноценную человеческую цивилизацию. Таким образом, безлюдное пространство России – это не проблема, требующая немедленного решения, а уникальное преимущество, которое нужно бережно сохранять и рационально использовать. В этом и заключается одна из приоритетных задач России 21 века – превратить то, что казалось недостатком, в ключевой фактор процветания в меняющемся мире.